Здравствуйте! Наступает время засолки и квашения капусты, поэтому в этом выпуске мы расскажем, как собирают и квасят капусту фермеры. Капуста – одна из тех культур, которую относительно легко выращивать. Она устойчива к холоду, очень питательна, из нее легко приготовить самые разные блюда. Благодаря долгой истории выращивания, сорта капусты были адаптированы для круглогодичного выращивания в различных климатических условиях. Капуста была основной культурой крестьян Северной Европы. Благодаря своей холодостойкости и отличному сроку хранения, капуста была спасением для сельских фермеров. Кочанная капуста была частью кулинарной истории человечества в течение очень долгого времени и, вероятно, была одомашнена где-то около 1000 года до нашей эры, где она была выведена из дикой капусты, которая растет вдоль известняковых скал Западной Европы. Кочанная капуста стала важной частью рациона европейцев в средние века. В Риме этот овощ пользовался большим уважением и считался чем-то вроде лакомства. Он часто использовался в лечебных целях. В Америку капуста попала по морю в 1500-х годах. В наши дни капуста является основой кулинарных традиций во всем мире. От квашеной капусты до салата из нее, голубцов, приготовленных из отварных капустных листьев, с начинкой из говяжьего или свиного фарша, лука и риса. Разнообразие способов, которые люди придумали для приготовления и наслаждения этой основной культурой, впечатляет. Основные сорта капусты можно разделить по срокам созревания. Раннеспелые сорта капусты – 50-120 дней до сбора урожая, среднеспелые сорта – 90-170 дней до сбора урожая и поздние сорта – 160-210 дней до сбора урожая. Выращивание капусты начинается с посадки. Семена обычно высевают и проращивают в теплице. Это дает качественные посадочные материалы. Через несколько дней семена начинают прорастать, и в это время им нужен регулярный полив. Через 2-3 недели рассада готова для посадки в грунт. В это время у нее уже имеется от 4 до 5 листьев. Здесь большое значение имеет выбор места для посадки. Капуста нуждается в плодородной почве и влажности, поэтому фермеры выбирают места, где почва богата питательными веществами и имеется доступ к воде. Способы посадки различны. Есть полуавтоматические посадочные машины, где в процессе посадки все еще требуется помощь человека. Расстояние между кустами капусты при посадке составляет 50 см. Некоторые хозяйства используют автоматические машины для посадки рассады капусты, которые могут значительно ускорить процесс и снизить затраты на труд. Например, очень эффективна рассадопосадочная машина Ferrari FastBlock – полуавтоматическая пневматическая машина для посадки рассады капусты. Она имеет 4-рядную конструкцию, 3-точечное крепление и пневматическую систему. Идеально подходит для 2-рядной посадки и может использоваться для посадки капусты и других овощей. Автоматическая посадка овощей экономит фермерам много времени. По сравнению с посадочными машинами с ручным управлением, скорость этих машин на 4-5 км в час выше. Точность рядов также способствует более качественной и быстрой механической борьбе с сорняками. Все это является решающими аргументами в то время, когда посевные сезоны становятся короче, а однородность урожая становится все более важной. Для капусты очень важны полив и орошение, особенно сразу после посадки. Чаще всего используют систему капельного орошения. Эта система очень эффективна и может быть использована для внесения жидких удобрений. Удобрения поддерживают устойчивый рост капусты и максимизируют ее урожайность. Для борьбы с вредителями фермеры распыляют инсектициды и пестициды. Кроме того, капусты регулярно пропалывают. Уборка капусты поздних сортов начинается в октябре. Для уборки капусты в крупных хозяйствах все чаще применяется техника. Например, капустоуборочный комбайн ASA Lift TK 1000XL имеет 4-рядную конструкцию и оснащен очищающей системой для эффективного отделения листьев и сортировочным столом для ручной сортировки капусты перед упаковкой. Капуста может либо складываться вручную в контейнеры, модель B, либо подаваться по транспортеру на прицеп сбоку от комбайна, модель E. Комбайн может использоваться как в навесной, так и в прицепной версии. Он также оснащен пневматической системой и может использоваться для уборки капусты на больших участках.
За день один такой комбайн может убрать 1,5 гектара капусты. Самой популярной является белокочанная капуста, которая имеет свои особенности. Фермер должен точно знать, готова ли капуста к сбору урожая. Определить спелость вряд ли можно снаружи. Фермеры придают большое значение выборочным проверкам. Важно убедиться, что нет коричневых пятен, что кочан полностью белый. Если предполагается квашение белокочанной капусты, то эти показатели абсолютно важны. Работники на поле, конечно, не смогут в одиночку собрать весь урожай капусты. Они отбирают только самые крупные и ценные экземпляры капусты перед тем, как на поле выйдет уборочная техника. Сбор этой капусты – работа для сильных мужчин, хотя внешне она не кажется тяжелой. После того, как мужчины закончили свою работу, на поле выходит машина – подборщик капусты. На самом деле, в этом хозяйстве фермеры переделали бывший картофелеуборочный комбайн в агрегат, который позволяет собирать урожай капусты. Работники довольно быстро научились управлять этой машиной, и работает подборщик достаточно быстро. Все пригодные для использования кочаны срезаются пилой и по транспортеру попадают в кузов. В то же время внешние листья срезаются и выбрасываются на поле. Они будут использоваться как удобрение. Иногда попадается капуста с черными пятнами. Их сразу же стараются удалить вручную. Трактор движется по линии, определяемой GPS, что позволяет избежать потерь. Отклонение от заданного пути составляет не более 2 см. С помощью агрегата фермеры каждый день собирают с поля около 100 тонн белокочанной капусты, что соответствует примерно 15 тысячам кочанов капусты. Теперь остается сделать из урожая квашеную капусту. На самом деле квашеная капуста очень полезна. Она богата клетчаткой и содержит только 20 калорий на 100 грамм веса. Она стала основным продуктом питания в морских путешествиях, потому что ее было легко хранить, а высокая концентрация витамина С помогала предотвратить цингу в дальних путешествиях. Квашеную капусту использовали для профилактики гангрены и лечения ран. Некоторые думают, что квашеная капуста кислая, потому что в ней есть уксус, но это не так. Для квашеной капусты нужна соль и белокочанная капуста, и больше ничего. Уксуса там нет и следа. Транспорт доставляет почти 20 тонн капусты на квасельно-засолочный пункт, занимающийся производством квашеной капусты. Но прежде чем приступить к квашению, проверяют качество доставленной капусты. Сотрудник лаборатории осматривает ее. Содержание витамина С на 1 литр должно составлять не менее 300 мг. Если минимальное значение не будет достигнуто, то такая капуста закваске не подлежит. В данном случае оказалось 700 мг, что значительно выше нормы и, следовательно, достаточно для дальнейшего производства. Содержание сахара в капусте также важно. Единица измерения для этого называется сахаристостью. При сахаристости от 7% и выше капуста вполне соответствует требованиям для квашения. По окончанию всех проверок капусту разрешают выгружать из прицепа. И хотя большинство кочанов уже потеряли листья во время сбора урожая, все же многие из них еще имеют зеленые листья. Поэтому капуста помещается на вращающиеся ролики с лезвиями, которые срезают остатки зеленых и грязных листьев. Они падают вниз на транспортер и направляются обратно в тракторный прицеп. Для фермеров это важно, так как он платит только за товар, который будет реально перерабатываться в квашеную капусту. Таким образом, часть урожая сразу вернется обратно. Перед квашением капусты из нее следует извлечь кочерыгу, твердый стебель кочана капусты, на котором и образуется кочан из листьев. Кочерыжка твердая и совершенно невкусная. С помощью лазера определяется точка для извлечения кочерыги. Рабочая головка с лезвиями при вращении разрезает и измельчает кочерыжку. Таким образом, за час рабочие перерабатывают почти 5000 кочанов капусты. Очищенная и взвешенная капуста должна быть переработана в тот же день. Из каждой производственной линии капуста поступает к месту шинковки.
На шинковальной машине капуста равномерно нарезается на тонкие и узкие полоски, не шире 5 мм. Шинкованная капуста движется по транспортеру, где в нее с помощью дозатора добавляют соль. Ее добавляют из расчета 15 грамм соли на 1 кг капусты. Соль сохраняет продукт и запускает процесс брожения капусты. Для работы на следующем этапе квашения капусты эти два человека экипируются так, словно они собираются реагировать на стихийное бедствие. Они спускаются в дашник, то есть большой чан с нарезанной капустой, чтобы топтать ее ногами. В дашнике капусту замачивают в соленой воде, чтобы она начала бродить и превращаться в кислую капусту. Топтание также позволит размягчить нарезанные листья и ускорить процесс выделения сока. Это тоже поможет капусте быстрее превратиться из обычной в кислую. Кроме того, рабочие ногами уплотняют капусту, удаляя из нее воздух. Все это позволит создать условия для брожения и предотвратит развитие плесени и других микроорганизмов. Защитные маски используются для защиты от выделения газов, которые могут образовываться в процессе квашения капусты. Во время квашения капусты может выделяться углекислый газ и сероводород, которые способны вызвать дискомфорт, раздражение глаз и дыхательных путей. В небольших фермерских хозяйствах используют чаны поменьше, а мужчины топчут капусту голыми ногами. Здесь есть мастер, который руководит процессом квашения. Помимо сахара и соли, в чан добавляют можжевельник и тмин. Также мастер добавляет вино, и теперь это называется винная квашеная капуста. Такой рецепт придумали его родители после того, как он, маленький, случайно бросил в бочку бутылку вина. Шинковальная машина у этих ребят работает целый день. В конце работы чан покрывают свежими листьями. Потом эти листья выбросят. В качестве гнета используют тяжелые гранитные камни. Эта квашеная капуста нравится, и ее уже ждут покупатели. На засолочном пункте по мере брожения появляется типичный вкус квашеной капусты. Это происходит из-за молочно-кислых бактерий, которые превращают сахар в капусте в молочную кислоту. Капусту герметично запечатывают полиэтиленовой пленкой, иначе она заплесневеет. Сверху должен быть водно-солевой гнет. Для этого резиновые емкости, соответствующие по размеру и форме применяемой для квашения емкости, заполняют 500-600 литрами водопроводной воды, которая плотно прижимает пленку к стенкам дашника, создавая анаэробные условия для ферментации капусты и погружая капусту в сок. Такой гнет надежен и прост в эксплуатации. После уплотнения шинкованную капусту ферментируют в течение 7-10 суток при температуре от 18 до 24 градусов Цельсия до накопления 0,7% молочной кислоты. В процессе ферментации регулярно определяют температуру и содержание молочной кислоты, для чего периодически из каждого дашника не менее чем в 2 точках отбирают пробы капусты вместе с соком. Молочная кислота накапливается более энергично при повышенных температурах. На этом процесс квашения заканчивается. Готовую продукцию упаковывают в банки и отправляют потребителям. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!